Какие государства были у славян до Киевской Руси? История нашей страны начинается с призвания варягов и основания Киевской Руси. Ранее славяне тоже известны, но фрагментарно и без единого государственного оформления. Но это не значит, что славянских государств не было ранее. Просто Киевская Русь – единственный успешный проект, который смог выстоять и сохраниться в истории. А какие были еще? Государства славян до Рюрика. Следы славянских царств искать чрезвычайно трудно. Обряд трупосожжения не оставлял следов в захоронениях, а материальный уровень был довольно низким, что не позволяет археологам не только находить устойчиво славянские вещи, но даже ценные вещи вообще. Глиняные черепки не могут сказать точно, чьи же они были, в отличие от серебряных перстней, к примеру. Первые признаки присутствия славян можно найти в державе сарматов. Эти грозные кочевники вышли из степей Казахстана и вынудили скифов уйти на восток, а сами заняли южнорусские степи, откуда угрожали Риму и Персии. Их расцвет пришелся на эпоху царя Фарзоя. Сарматы богатели на торговле хлебом и сборе дани с покоренных, продавали свои копья в Рим, а также на массовой работорговле. Они организовывали огромные городища, куда сгоняли ремесленников, пойманных в более северных краях, и заставляли их работать на себя, окружая поселение земельными валами, а самих рабов часто калечили или ослепляли, чтобы не допускать побегов. Тех, кто не имел особых талантов, просто продавали в Рим или Константинополь. Далеко на севере, на широте Москвы, находили сарматские вещи, копья, упряжь лошадей, фибулы и помеченные родовыми тамгами щиты, значит, сарматы, охотясь на людей, могли явно заходить в земли славян и балтов. В какой-то степени славяне также участвовали в государственном проекте сармат, хотя и в подчиненной роли. Сарматов разгромили готы, вышедшие из Скандинавии и занявшие их плодородные земли. Несмотря на большую силу и воинскую спесь, сарматы отступили на восток, бросив свои владения и подданных новым хозяевами. Черняховская культура, так называется государство готов у археологов, или империя Германариха, явно имеет славянские элементы. Наряду с типично германскими захоронениями, полными оружия, серебра и рунических амулетов, обнаруживали значительно более скромные, без оружия, с обилием инструмента и очень характерных для славян вещей. В этом царстве, хотя славяне и не лидировали, но занимали куда менее ужасное положение, чем при сарматах. Гунны разбили державу готов, вынудив одну часть покориться, а вторую уйти на запад. Судьба славян не интересовала историков тех лет, но в ставке царя гуннов Атилы, описанной посольством Приска, обнаруживается множество типично славянских вещей: хороводы, встреча гостей хлебом-солью, деревянные избы. И хотя нигде они не называются славянами, очевидно, что они играли какую-то второстепенную роль в царстве гуннов. После поражения гуннов при Недао славяне снова оказались свободными. И хотя в их земли пришли тюркские племена булгар, родичей сарматов по крови, и гуннов по языку, они не смогли помешать славянам объединиться в некое подобие государства. Арабы пишут о трех государствах русов: Артания на юге, Куявия на востоке и Славии на севере. Царь Куявии был в связях с булгарами, как и сам ее народ. Племя антов, хотя есть серьезное сомнение в его славянскости, скорее всего, может быть прямо связано с Куявией. Это действительно был симбиоз славян и каких-то степных кочевников, благодаря которому образ жизни антов напоминал скорее казачий, чем уклад мирных земледельцев. Их охотно брали наемниками ромеи, и сами они были грозной военной силой. Из этого государства могло бы родиться первое славянское княжество, но приход аваров с Алтая разрушил этот шанс. Авары, родичи монголов или скифов, спасаясь от тюрок, пришли в Европу и с лета захватили южные степи Руси. Булгары, гроза тех земель, просто откочевали, решив от чего-то, что авары – истинные хозяева этих мест. Но, возможно, они знали больше нас. Славяне стали низовой частью аварского каганата, его рабочей и военной силой. Когда каган аваров Баян сначала не дождался прихода большей части антов на войну с Византией, а пришедшие во время боя перешли на сторону греков, он отдал приказ истребить этот род под корень.
Известно, что отряд аваров уехал на карательную операцию. Более об антах нигде не упоминается. На западе франкский торговец Сама в VII веке сумел завоевать авторитет западных славян и потомков от смешанных связей авар и славян. Он стал царем государства Сама и бросил вызов аварам. Дряхлеющее царство степняков внезапно не смогло быстро подавить смуту. Почти 50 лет Сама существовало в нынешних Чехии и Моравии, отбив нападение авар, а также германских племен. Но после смерти Сама авары все же нашли силы разгромить этот почти ставший успешным государственный проект. Карантания, царство в горах нынешних Словении, Австрии и Чехии, пришло на смену государству Сама и собрало его уцелевших подданных, а также будущих словенцев и хорват. Неприступные скалы давали хорошую защиту от набегов авар, баварцев и лангобардов. Однако, когда авары окончили войну с Византией, они взялись за Карантанию всерьез. Славянский князь Войномир обратился за помощью к Баварии, принял христианство и вассалитет, а уже все вместе они пришли на поклон к Карлу Великому и франкам. Огромная армия франков, баваров и славян двумя потоками вошла в земли Каганата и за 2 года растерзала его настолько, что авары исчезли физически. Летописцы пишут о тотальном уничтожении авар, реках крови и бесконечных вазах золота, которые франки вывезли из аварской ставки. Карантания стала частью империи каролингов, а на востоке славянских земель уже готовились встречать первых варяжских князей. Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.